А что если я скажу вам, что сегодня в мире живет мужчина, который, возможно, стал отцом более 1000 детей? И это все еще продолжается. На голландца подали в суд за то, что он якобы стал отцом как минимум 550 детей. В 5 семьях. Всего? Что происходит с психикой этих детей, у которых 700, 800, 900 братьев и сестер? Я не хотела этого делать. Каждый раз это ужасно, разрушать их жизни. Ik ben het er niet mee eens. Nee. Ik voel me ongelijk behandeld. Когда в последний раз вам удавалось оплодотворить более 50 женщин за год? Если бы вы продолжали это делать в течение 20 лет, у вас было бы 1000 детей. Добро пожаловать в нашу ежедневную рубрику «Самые яркие моменты». Сегодня мы погружаемся в противоречивую историю, которая легла в основу нашумевшего документального сериала Netflix «Мужчина с 1000 детей». Спасибо мистеру Седрику за эту тему для видео. Приветствуем вас! Этот сериал рассказывает невероятную историю Джонатана Майера, голландца, который стал отцом примерно 550 детей благодаря донорству спермы. Этот случай вызвал множество этических, юридических и социальных вопросов. Прежде чем мы углубимся в это, мы хотим прояснить, что мы не одобряем то, что сделал этот мужчина. Наличие такого количества детей от разных матерей в одном районе, о которых дети не знают друг о друге, может привести к инбридингу в будущем, что не очень хорошо. Однако этот сериал совершенно не объективен и не возлагает на этих женщин никакой ответственности. Мы здесь, чтобы обсудить щекотливые темы и дать анализ этой необычной ситуации. Мы разберем ее на 3 части. Часть 1. Матери-одиночки по собственному желанию. Часть 2. Почему они продолжают выбирать Джонатана. Часть 3. Доказательства необходимы для подтверждения или опровержения заявлений. Это видео содержит кадры, защищенные авторским правом, поэтому мы будем часто его останавливать, чтобы предотвратить нарушение авторских прав. Отдельная благодарность нашим спонсорам на Patreon. Оригинальное видео будет доступно на Patreon. Если вам нравится наш контент и вы хотите получить максимум впечатлений, поддержите нас на Patreon. Осторожно, в этом видео есть спойлеры, так что вы предупреждены. Теперь пришло время нам приступить к делу и сделать то, что мы должны сделать. Потому что мы — это мы. Мы — это мы. С самого раннего возраста я всегда хотела стать мамой. Это трудно описать. Просто это было у меня внутри. Если ты лесбиянка, то, конечно, не сможешь завести ребенка с другой женщиной. Поэтому я воспользовалась сайтом для Ланы Кин. Но мне просто очень хотелось ребенка. Я не думала рационально. Я не нашла мужчину, который бы хотел завести со мной детей. И чем старше я становилась, тем сильнее становилось желание иметь детей. Итак, вот первый камень преткновения. Никто не говорит о том, что эти женщины выбирают быть матерями-одиночками, и как это негативно сказывается на их детях. Неудивительно, что эта проблема не обсуждается, особенно если учесть стремление Netflix продвигать феминистскую повестку, которая подчеркивает свободу выбора женщин, не затрагивая связанные с этим обязанности. Хорошо известно, что детям обычно лучше живется в семье с 2 родителями. Без отца дети, особенно мальчики, чаще страдают от игровой зависимости, хуже учатся, меньше сопереживают, хуже социализируются, становятся агрессивнее. Страдают от ожирения, испытывают проблемы с гневом, злоупотребляют психоактивными веществами, впадают в депрессию, склонны к суициду и так далее и тому подобное. Почему никто об этом не говорит? Неужели дети ничего не значат? Мы из Сиднея, Австралия, и у нас 2 прекрасных сыновей. Когда ты лесбиянка, ты не можешь. Это не значит, что однажды ты переспишь с кем-то и забеременеешь. И я не собираюсь спать с парнем. В сериале даже есть 2 лесбийские пары. И у них, кстати, у всех есть сыновья. Причина, по которой многие мировые религии считают гомосексуальные отношения греховными, связана с продолжением рода. Только мужчина и женщина могут зачать ребенка. Эти женщины используют мужчин в качестве доноров спермы для своих целей. И нет, женщина не может заменить мужчину в семье. Какой бы мужественной она ни была, биология так не работает. С самого начала Рилет верила, что выбор этих женщин этичен.
Как, черт возьми, это может быть хорошо для женщин, сознательно становиться матерью-одиночкой? Эти женщины не жертвы. Больше всего от их эгоистичных поступков страдают дети. Эти женщины скорее станут матерями-одиночками, чем будут встречаться с водителем автобуса, который мог бы стать прекрасным отцом. Хватит изображать женщин хорошими матерями по умолчанию. У него такие кудрявые и красивые волосы. Когда он кончил, я подумала, вау. У него были такие добрые глаза, и он выглядел как очень красивый маленький мальчик. Идеальная кожа, хорошее телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Я готова родить красивых детей. Ладно, это симпатичный парень. Господи. Ну да, он мог бы стать отцом моего ребенка. Второй момент, который не дает покоя, это то, что эти женщины поверхностны. Выбор партнера в наше время чрезвычайно поверхностен. Несмотря на сложность человеческой натуры, мы обрабатываем информацию с помощью 5 органов чувств. Если женщина не находит мужчину привлекательным внешне, а это касается примерно 80-90% мужчин, то расставание неизбежно. Это правда, которая причиняет боль. И этот сериал еще раз доказывает, что женщины готовы нарушить правила ради чада. Когда он пришел ко мне, чтобы сдать сперму, он предложил мне зачать ребенка естественным путем, то есть заняться сексом. Когда мы об этом заговорили, это показалось мне самым эффективным способом зачать ребенка. Он сказал, что никому об этом не расскажет. Это будет только между нами и все. И в конце концов я решила попробовать зачать естественным путем. Я готова родить красивых детей. Я сказала, хорошо, пойдем в спальню. Давай попробуем зачать естественным путем. И он не стал возражать. Этот сериал напоминает мне «Тиронского мошенника», где был похожий сценарий. Эти женщины были очарованы им с первого взгляда и переспали с ним на первом же свидании. Такое безответственное поведение женщин – обычное дело, когда речь идет о чадах и тиронах. Чады и тироны не делают различий и сметают все на своем пути, оставляя этих женщин альфа-вдовами. Чад нанес удар. Теперь посмотрим, что будет, если ты не чад. Первым, кого мы нашли, был Леон. Ему было 35 лет, у него были мозги, он работал финансовым консультантом в крупном банке и был добрым и отзывчивым. Он предложил встретиться. Сначала он прислал мне свои детские фотографии. Я сразу спросила, можно ли мне посмотреть его недавнее фото. Потому что если ты идешь на свидание с кем-то, тебе хочется увидеть фотографию этого человека. Он прислал мне свою фотографию, где было видно только половину его лица, и мне это показалось немного странным. Но я подумала, ладно, давай сходим, давай познакомимся. И когда я его увидела, я была в ужасе. Он совсем не был похож на банкира, не был похож на человека с хорошим образованием, и у него совсем не было волос на теле. Вы слышали, ребята? Он не соответствовал образу. Вот чему учат вас тренеры по свиданиям. Вы должны выглядеть успешным. Слушайте, не преследуйте, а привлекайте. Потому что привлекательность – это не выбор. Чад от природы привлекателен для большинства женщин, потому что его внешность – это признак сильной желанной генетики. Это чистое золото, человеческая природа во всей красе. Давайте пойдем дальше. А еще у него был шрам от левого уха до правого на затылке. Я увидела этот шрам и подумала, что не так с этим парнем.
Я подумала, нет, дело не в тебе, не в твоих джинсах. Ты не будешь размножаться с моими джинсами. Нет, 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 мы не будем этого делать. Это чистое золото. Чистое золото, детка. Лучше не бывает. Ты слышала это из первых уст. Леон расстается быстрее, чем акции падают на бирже. Это явный случай генетического отторжения, в то время как Чад с его привлекательными чертами сразу же встречает радушный прием. Или лучше сказать, с распростертыми объятиями. Чаду не нужны шестизначные суммы. Чаду не нужны $6. Сексуальная привлекательность диктует такое поведение. Это как на сайте знакомств, где женщины выбирают донора спермы по внешним критериям. Потому что можно было увидеть, что эти соломинки были распроданы, а через месяц запасы пополнялись снова. Иногда они пополнялись до 120 флаконов за раз. И они очень быстро раскупались, так что мы знали, что он очень популярен. Опять же действует правило 10-90, потому что все эти женщины выбирали Чада в качестве донора спермы. Хватит тратить время на приложение для знакомств, потому что это вотчина Чада и Тайрона. Как я всегда говорю, следуйте проверенной информации. Это происходит в колледже, это происходит в приложениях для знакомств. И теперь у нас есть доказательства, что правило 10-90 применимо и к банкам спермы. Этот мужчина выглядел как отец их мечты, и они увидели, как их мечта превращается в кошмар. Диснеевская сказка. Даже его детские фотографии привлекли их внимание. Это очень привилегированное положение на работе. Многие женщины остаются одинокими, потому что не могут отказаться от идеи выйти замуж за прекрасного принца. Даже женщины с низкой сексуальной привлекательностью цепляются за эту идею, особенно в наше время, когда большинство людей знакомятся в интернете. Современные технологии расширили возможности Чада, позволяя ему оплодотворять женщин по всему миру, доказывая, что женщины везде остаются женщинами. Эти женщины хотят поддерживать связь с Чадом, потому что он для них как красивая сумочка, которой можно похвастаться. Почему никто не говорит об этом безответственном поведении этих женщин? Посмотрите это. Что-то щелкнуло. Я разозлилась. Я была в ярости. Я думала, что он сделал. И зачем он это сделал? На следующий день я связалась с Джонатаном. Я сказала, что знаю о его количестве детей. Я сказала, что повешу его за яйца на самом высоком дереве. Я бы схватила его за яйца и вывернула их наизнанку. Не связывайся с ним, и все. Эти женщины злятся, но они нашли этого мужчину на рынке доноров спермы. На долбаном рынке. Они не хотели следовать протоколу банка спермы. Так почему же они решили, что зачатие от Чада на рынке спермы безопасно? Что если у него ВИЧ или другие заболевания, о которых он вам не сказал, и которые могут навредить вам и ребенку? Это чертовски безответственно. Где же ответственность? Мы смотрели сериал про человека, который хочет распространить свое семя по всему миру. Этому человеку не платят. Но нет сериала про безответственных матерей-одиночек, которые нарочно рожают ублюдков, чтобы заселить планету. Это не национальная проблема, это проблема всего мира, потому что у этого парня дети повсюду. Они хотели, чтобы он перестал сдавать сперму, и попросили клиники уничтожить наши запасы. Единственный способ остановить его — обратиться в суд, потому что такого раньше никогда не случалось. Мы знали, что окажемся в юридической пустоши. Что меня больше всего заинтересовало в этом сериале, так это то, как они представили юридические аспекты этого дела, потому что такого раньше никогда не случалось. Чтобы запретить Джонатану сдавать сперму, сначала нужно было установить правовую основу, доказав, что его действия были вредными. И тогда я сказал своему коллеге, что, кажется, мы можем это решить. В церковном законе есть статья, которая гласит, что вы не должны причинять вред другим людям. Эта проблема гораздо шире, чем просто сотни детей. Эта проблема будет существовать всегда, потому что у этих детей будут свои дети, и у их детей тоже будут свои дети. И мы можем доказать, что для этих детей может быть опасно быть частью такой большой семьи. Так что это очень опасная ситуация, когда речь идет о возможности близкородственных браков. Вот это слово «доказательство». Доказательства необходимы для подтверждения или опровержения обвинений, пока вина не доказана.
На основании доказательств того, что Джонатан причинял вред другим людям, судья запретил ему сдавать сперму новым родителям. За каждое нарушение он будет оштрафован на 100 евро. Если пойти дальше, то в следующем году в законодательстве Нидерландов будет указано, что одному донору разрешено помогать максимум 12 семьям. Это произошло быстро. Почему? Почему на основании доказательств, представленных в этом деле, женщины заставили этого мужчину прекратить сдавать сперму, а закон изменился? И теперь один донор может помогать максимум 12 семьям. Но по сей день мошенничество с отцовством не является преступлением. Хотя доказательства в виде теста ДНК предоставлялись много-много раз. Государство закрывало на это глаза, позволяя людям подписывать документы без каких-либо доказательств родства с ребенком по ДНК, что позволяло людям совершать мошенничество с отцовством, которое является преступлением. Мы сняли несколько видеороликов о мошенничестве с отцовством. Пожалуйста, посмотрите их, потому что из-за сдачи спермы у вас могут возникнуть проблемы. Они не изменят эти законы, потому что кто-то должен платить за этих детей. Следуй за деньгами. Вот почему это пространство продолжает расширяться. Мужчины виновны, пока не докажут свою невиновность. И даже при наличии веских доказательств, мужчины все равно должны платить. Посмотри на это. Если твои идеи — это благословение, ты должен защищать их любой ценой. Приветствую сообщество Patreon. Ребята, если мы работаем здесь, всегда будьте начеку. Это видео было официально опубликовано.